Винтажная шкатулка. Как сделать изразцы своими руками из доступных материалов. Эту коробку буду превращать в шкатулку. Для изразцов берем любую самозатвердевающую массу для лепки. У меня Джови. Для равномерности раскатываем между двумя палочками. Толщина пласта 3 мм. Раскатываю чуть больше площади заготовки. Обильно наношу клей ПВА. Прижимаю скалкой, выгоняю пузырьки воздуха. Размечаю плиточки. Ножом только сделать разметку, ни в коем случае не резать до конца. Линейкой чуть расширяю канавки. После высыхания масса дает усадку. Здесь надрез был неглубоким. Покажу, как это исправить. Смачиваю водой. Если у вас после высыхания появятся трещины на плиточках, их можно удалить при помощи шпаклевки. Разгладить влажными руками. Теперь восстанавливаю канавки. Декорирую боковины коробки. Чтобы вынуть массу из такого сложного молда, поместите его вместе с массой минут на 5 в морозилку. И сразу приклеиваем на клей ПВА. Для изразцов подойдет такой трафарет, но можно взять любой, какой есть. Обычно для трафаретного декора я использую шпаклевку. Сегодня тестирую текстурную пасту, отличие только в цене. Теперь очищаем бороздки. На плиточках можно сделать декупаж, роспись или трафаретный декор просто краской. Вариантов множество. Окрашиваю акриловой краской. Добавляю мазки жемчужного металлика. Послойное окрашивание предполагает просушку между слоями. В темно-коричневую добавила каплю черного и разбавляю водой. Теперь патинируем. Сухой тряпочкой, скользящими движениями сразу убираю излишки краски. Эта часть у меня немного подсохла. Вытираю влажной тряпочкой. Сначала сухая ткань, затем влажное, движение скользящее.
Закрашиваю торцы плиточек. Акриловые металлики бронза и золото наношу спонжем. Небольшим количеством краски легкими вбивающими движениями. А металлизированный воск наносим пальцем. Восковые хайлайтеры недоступны всем, поэтому показала оба варианта. Выделяю канавки темно-коричневым. Еще немного добавляю мелких жемчужных пятен при помощи морской губки. Морскую губку предварительно смачиваем и отжимаем. Лепнину окрашиваю акриловой краской в тон шкатулки, у меня черная. И когда краска высохла, выделяю фактур воском. То же самое можно сделать акриловыми металликами и нанести также пальцем. Изразцы покрыла яхтным лаком. Сухой кистью наношу небольшое количество краски тампонирующими движениями. Так коробочка, не знаю из-под чего, превратилась в красивую винтажную шкатулку. Вы можете взять любую заготовку, можно просто кусок доски и сделать, например, ключницу с изразцами. Надеюсь, что после просмотра у вас появились свои идеи, и вы ими поделитесь. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.